I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. — 1997 год. Пропавший 3 года назад Николас Баркли, мальчик из простой техасской семьи, невероятным образом найден в Испании. Семья счастлива, их не смущает даже то, что парень сменил цвет волос и глаз, говорит с акцентом и никого не узнает. На самом деле это Фредерик Бурден, самозванец-виртуоз и мастер обмана, который сменил свою личность по меньшей мере 39 раз. 18-летняя Гислен Бурден намеревалась сделать аборт, как того требовал ее отец. Вопреки его воле она все же родила мальчика, и 13 июня 1974 года в Нантерре появился на свет Фредерик Бурден. Внебрачный сын француженки и алжирского иммигранта рос без отца и был обделен материнской любовью и вниманием. Когда я родился, любви особой не было. Моя мать была очень молодой, ей было всего 17 лет. Она встречалась со взрослым мужчиной из Алжира. Мой дед – большой расист. И зная, что моя мать провела ночь с алжирцем, он категорически настаивал, чтобы она сделала аборт. И избавилась от меня еще до рождения. В 2 года ребенка отдали под опеку бабушки и дедушки в Париж, потому что молодая мать была большой любительницей вечеринок, и с воспитанием ребенка она не справлялась. С новой семьей у малыша не заладилось. Бабушка и дедушка считали его испорченным, очень лживым ребенком и держали его в строгости. Некоторые причины для таких нелестных отзывов у пожилых людей были. Фредерик еще маленьким мальчиком повадился звонить в полицию. Он представлялся разными именами, плакал и говорил, что не помнит, как его зовут, и просил помощи. Например, сообщал, что его избили родители, и ему приходится жить на улице. У полиции, конечно, рано или поздно возникли вопросы к дедушке и бабушке. Еще до рождения у меня была не та личность. И я уже не знал. Я уже был готов не знать, кто я на самом деле. Первую аферу он затевает в 5 лет. Чтобы заслужить авторитет в школе и объяснить отсутствие отца, Бурден убеждает одноклассников, что тот британский секретный агент. Преждевременно повзрослевший, но обладающий необыкновенным воображением и визуальным чутьем ребенок. Так характеризовали его учителя. По их словам, Бурден рисовал красивые, но пугающие комиксы. Например, на одном из рисунков Бурден изобразил себя в реке в виде утопленника. Педагоги призывали опекунов Фредерика задуматься о психическом здоровье ребенка. По мере взросления парень стал дерзить учителям и заниматься кражами. В итоге 12-летнего Бурдена определили в спецшколу для трудных подростков. Там он стал разыгрывать драмы помасштабнее. Он сбегал в город, симулировал потерю памяти, заявлял прохожим, что потерялся, и просил у них помощи. Конечно же, незнакомцы сочувствовали ребенку. Так началась его жизнь под чужими именами. Когда пришла пора выпуска из детдома, 17-летний юноша отправился на поиски приключений в Париж. Там он примерил на себя одну из первых масок. Фредерик подошел к полицейскому и назвался брошенным британским подростком Джимми Сейлом. Обман раскрылся в участке через несколько минут, ведь он не смог связать по-английски и 2 слов. Сколько себя помню, всегда хотел быть кем-то другим. Тем, кого люди смогут принять. Все началось с телефонных звонков. «Я знал, что по телефону смогу выдать себя за кого угодно и убедить любого в том, чего я захочу», — говорил он. В 1997 году Бурден выдал себя за Николаса Баркли,
пропавшего ребенка из Сан-Антонио, штат Техас. Он пригласил своих потенциальных родителей в американское посольство в Испании, чтобы встретиться с ними. Хотя у Бурдена были карие глаза и французский акцент, он убедил семью, что является их голубоглазым сыном, который исчез 3 года тому назад. Фредерик сделал несколько звонков в полицию Нью-Йорка и других городов. Каждый раз я представлялся полицейским из Испании по имени Джонатан Дориан. Типа, мы нашли парня, уверены, что он из Штатов, но не знаем откуда. Давно это случилось? Он пропал несколько лет назад, и его ищут родные. Аферист описывал вымышленного мальчика, пока наконец не попал в цель. Я описал себя. Каждую деталь, которую я давал, я мог изобразить. «Есть такой», — ответили ему на другом конце провода. 13-летний Николас Баркли из Сан-Антонио, пропавший в 1994-м. Бурдену удалось получить письмо с качественными цветными снимками и приметами Баркли, высланное позже центром Арлингтон. И оно несколько охладило его пыл. Николас оказался голубоглазым блондином, тогда как Фредерик был кореглазым шатеном. Сближали их лишь пара черт – расщелина между передними зубами и форма носа, но этого оказалось более чем достаточно. Я взял трубку и сказал ей, что это Николас. Он у нас, это он. Невероятно, но это так. Режиссер и все остальное в этом фильме. Неугомонный. Это Ник. Николас был трудным подростком, подворовывал и к тому же часто сбегал. Поэтому в 1994 году, когда парень пропал, полиция скептично отнеслась к просьбам родственников начать поисковую операцию. Служители закона посчитали, что Баркли просто сбежал из дома и скоро вернется сам. В дополнение к этому оказалось, что Николасу было назначено судебное слушание за его проступки на следующий день после его исчезновения, поэтому они предположили, что он просто пережидает бурю. Обыск в комнате мальчика ничего не дал. Он не упаковал свои вещи и не брал с собой сбережения. Так рассыпалась теория о побеге. В последний раз мальчика видели в фиолетовых штанах и с ярким рюкзаком. Несмотря на запоминающийся наряд, никто из жителей близлежащих районов не видел подростков в такой одежде. Следователи считали Николаса пропавшим без вести. Никаких зацепок обнаружено не было, поэтому поиски вскоре прекратились. Однако 3 года спустя в испанскую полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в Испании в телефонной будке сидит парень лет 15, он очень напуган и растерян. Полиция, слушаю вас. Здравствуйте. Мы с женой туристы. Мы нашли парня. Ему где-то 14-15 лет. Никаких документов нет. Он совсем молодой. Мы говорили с ним, но он очень напуган. Когда полицейские прибыли в указанное место, никого кроме подростка они не обнаружили. На вопросы мальчик не отвечал, и только через несколько дней в детском приюте он разоткровенничался. Парень сказал, что его зовут Николас Баркли, и раньше он жил в Америке. Он также сообщил, что стал жертвой дельцов, поставляющих несовершеннолетних для индустрии детской проституции. Когда полицейские вызвали его для дачи показаний, Николас рассказал, что 13 июня 1994 года он поссорился с семьей, поэтому вышел из дома и пошел играть в баскетбол. На площадке к нему подошли 2 мальчиков и попытались завести диалог, однако вскоре кто-то набросил на его голову мешок и наложил на лицо тряпку с хлороформом. Подросток продолжил свой рассказ. «Меня перевезли через океан люди в военной форме на самолете. Куда, я не понял. Держали в комнате с другими детьми, которые тоже не знали, где они. Это было ужасно», — продолжал показания Баркли. «Офицеры из Америки, Мексики и Европы насиловали детей, пытали. Мне сломали пальцы на руке бейсбольной битой, левую ногу ломом, заставляли есть насекомых». Она профессионал, но я видел, что она в ужасе. Эта беседа была чудовищной. Когда я вышла, я была разбита. Были все ужасные побочные эффекты, которые бывают от подобных историй. Он многое знал о таких делах. И я о том, что нормальный человек не может придумать такие кошмарные подробности. О таком не врут, не рассказывают о пытках, о насилии, об убийстве детей. Все это ненормально.
Известие из Испании повергло сестру и мать пропавшего американца в смешанные чувства. Во время телефонного разговора с сестрой Николаса, Кэрри Гибсон, вымышленный социальный работник, которого безупречно сыграл Бурден, убедил девушку, что Баркли испуган и травмирован годами, проведенными в сексуальном рабстве. Также он добавил, что парень не хочет ни с кем говорить и, кажется, вообще плохо помнит родных. Гибсон начала плакать и кричать, что приедет за братом. Бурден вспоминал: «Я промыл ей мозги. Позже у меня ни разу не было мысли прекратить это все. Я понимал, что пересек грань. Я больше не притворялся другой личностью. Я украл личность». Он окончательно убедился в этом, когда прилетевшая Кэрри тут же бросилась его обнимать со словами: «Николас, а ты еще боялся, что я тебя не узнаю? Как я забуду твой нос? Он у тебя, как у дяди Пэта». На момент этой аферы Бурдену было 23 года. В течение следующего дня фальшивый Баркли и его сестра рассматривали семейные фото, привезенные ею. Девушка как будто подсказывала, кто на них изображен, заставляя брата вспомнить своих родных. А помнишь этот дом, где мы с мамой жили, пока ты не пропал? Помнишь, это когда ты играл со Скотти, а помнишь это... Это сыграло на руку мошеннику, когда суд подтверждал его личность. Фредерика заставили назвать людей, изображенных на тех самых фото. И судьи говорят, типа, единственный способ доказать, что ты Николас — вот эти снимки, которых ты никогда не видел. Мы тебе покажем 5. Номер 1 есть, номер 2 есть, номер 3 есть, номер 4 есть, и на 5-м я ошибся. Но было уже поздно, она уже поверила, что я Николас Баркли. Спасибо, Николас. Вернувшись в семью, Бурден жил с ними в течение 3 месяцев. В подлоге и лжи, которые были подтверждены ДНК-тестом, его заподозрил местный детектив Чарли Паркер. Помимо этого теста была еще масса несостыковок, но могли ли они сравниться с радостью по случаю возвращения домой родного человека? В отличие от испанских судей, сотрудники американского консульства не сомневались в подлинности личности Николаса, поэтому никто даже не обратил внимания на цвет глаз, когда Фредерика фотографировали на новенький паспорт гражданина США. Филипп Френч, генеральный консул США в Испании в 1997-2001 годах, вспоминал: Когда я спросил вице-консула об их общении с Николасом Баркли, он сообщил в тот момент, что тот говорит по-английски и что он, по крайней мере, в тот момент был уверен, что перед ним американец. Поначалу Бурден Баркли почти не говорил, а если он и произносил несколько слов, то только шепотом, поэтому его акцент не бросался в глаза. Родственники списали эту особенность на пережитый стресс. А ко времени дознания в ФБР у афериста было готово сногсшибательное объяснение переменам в его речи и внешности. Бурден Баркли рассказывал о своем пленении так: «На нас ставили эксперименты, втыкали иголки в глаза, надевали наушники, из которых кричали на разных языках. Испанский повторялся чаще всех. Мне говорили: забудь, кто ты. За английскую речь били. Внешность детей меняли, изменяя цвет волос и глаз. В глаза закапывали какой-то раствор. С его помощью цвет глаз изменили с голубого на карий». Офтальмологи заявили, что это невозможно. Когда о подозрениях рассказали членам семьи, они, конечно, огорчились, но все равно продолжали настаивать, что это их ребенок. Нам не нужно было доказывать, кто он, мы знали. Самозванец вызывал сомнения и у специального агента штаба ФБР Фишер. Впервые увидев его, она сразу поняла, что этому человеку явно не 16 лет, а черная щетина на лице совсем не напоминала ей белокурого Николаса, который к этому возрасту вряд ли успел бы настолько потемнеть. Еще в приюте Бурден осветлил волосы на голове и попросил одну из воспитательниц набить ему тату, в точности как у пропавшего американца, но это его спасло лишь на время. Однако для Фишер самым удивительным было то, что семья Николаса приняла его за родного. Это слегка смущало и самого Бурдена. Родственники буквально носили его на руках, не беспокоили лишними расспросами и создавали уютную атмосферу в доме. Бурден вспоминал: «Я пошел в обычную американскую школу.
Это было началом моей американской мечты. Я мог начать жизнь заново и добиться успеха», — говорил он. Единственное, что угнетало афериста, это ожидание настоящего Николаса, который еще мог найтись живым или мертвым. Его заставила трепетать и встреча со старшим сводным братом Джейсоном. Он приехал в гости и, в отличие от остальных, не признал в незнакомце своего брата. Сказал мне удачи и уехал. В рамках расследования похищения агент ФБР отправилась с Баркли в детский госпиталь в Хьюстоне к психолого-криминалисту Брюсу Перри. Тот попросил парня повторить все его истории. Фишер сделала заключение. «Я не наблюдала физиологических перемен, которые обычно связаны с рассказом о травмирующем опыте. Позы, размер зрачков, пульса. И он совершенно не мог говорить без акцента. Невозможно первые 13 лет жить в англоязычной семье, а потом через 4 года быть не в состоянии говорить без акцента», — говорила женщина. Я вам гарантирую, что этот парень вырос в неанглоязычной семье. Не скажу, кто он, но человек, с которым я беседовал, не мог быть Николасом Баркли. Только теперь Фишер забила тревогу. Сообщила Гибсон о том, что Николас другой человек, он может быть опасен и что его задержат, когда они вернутся домой. Каково же было ее удивление, когда в аэропорту Сан-Антонио Фишер увидела сестру Николаса, которая бросилась его обнимать, будто никакого разговора с агентом и не было. У Фишера оставался последний верный шанс, чтобы утвердить личность молодого человека. Агент хотела взять образцы ДНК у лже-Николаса и его матери Беверли Доллар-Хайт, но и этот план провалился. Мать наотрез отказалась сотрудничать со следствием. По правде говоря, я понятия не имею, о чем я тогда думала. Главной целью в моей жизни тогда было не думать. Впрочем, это окончательно убедило ФБР, что семья что-то скрывает. Та же мысль бросила в холодный пот самого Бурдена. Безоговорочный прием всеми членами семьи вызвал у мошенника подозрения. «Я хороший притворщик, но не настолько», — говорил Фредерик. У француза крепла уверенность, что мать и старший брат настоящего Николаса знали, что случилось с мальчиком. Убедительных подтверждений этой версии, как и тело подростка, следователи так и не нашли. Бурден говорил: «Когда Беверли отказалась дать анализ крови, я понял, что они знают, что я не Николас. Потом я начал вспоминать, что еще в Испании Кэрри как будто помогала мне с помощью фото войти в роль Николаса. Сегодня я уверен, ни на секунду она не поверила, что я ее брат». Фишер, опасаясь, что Бурден Баркли сбежит, сняла у него отпечатки. По международной базе данных Испании подтвердили: пальчики принадлежат человеку, находящемуся в розыске Интерпола с 1995 года. В деле говорилось, что ему не 16, а 23. Что он не американец, а француз. Что он не Николас Баркли, а Фредерик Бурден. После задержания мошенник заявил полиции, что настоящего Николаса убили мать и брат. Доллар-Хайт испытали на детекторе лжи. Дважды она справилась с вопросами успешно, а на третий дала осечку. Позже выяснилось, что она проходила полиграф под воздействием наркотиков и вообще была наркоманкой со стажем. Впрочем, Доллар-Хайт не теряла социальный облик, исправно ходила на работу и подняла детей в одиночку. Употреблял героин и ее старший сын. В семье были частые ссоры, результатом которых стали неоднократные пропажи из дома младшего. К ним частенько приезжала полиция. Джейсона ФБР допросить не успела, вскоре он умер от передозировки. Впрочем, решающих улик против семьи правоохранители так и не нашли, поэтому Николас до сих пор числится пропавшим без вести. Позже Доллар-Хайт призналась, будто сразу заметила, что Бурден ведет себя иначе, чем ее сын, но продолжала искать оправдание этому. На суде она была единственной, кто не питал к нему ненависти. Доллар-Хайт говорила: «Я жалею его. Когда мы с ним познакомились, этот ребенок был в аду. Он сделал много вещей, которые требовали мужества». В 1998 году, после громкого разоблачения, Фредерика Бурдена приговорят к 6 годам заключения. На суде он сказал: «Я прошу прощения у всех. Хотелось бы, чтобы вы мне поверили, но это невозможно. Посадят меня в тюрьму или нет, я и так узник себя самого».
Но после освобождения и депортации во Францию он продолжит свою двойную жизнь, теперь уже в другом образе. Психиатры говорили, он вменяем, но прогноз неутешительный. Мы с пессимизмом оцениваем возможность коррекции таких поведенческих отклонений. Фредерик Бурден. Противозаконные действия и криминальный почерк. Биография включает ряд случаев подлога личности. Путешествовал по Европе, появляясь в приютах для несовершеннолетних под различными псевдонимами. Суицидальные склонности. В случае оказания сопротивления, возможно, нуждается в медицинской помощи. Испания, Германия, Бельгия, Англия, Ирландия, Италия, Франция, США. За 15 лет мошенник сменил 15 стран, перенял на себя более 40 фальшивых личностей и научился сносно изъясняться на 5 языках. Коронным амплуа Бурдена были подростки-сироты, которых он убедительно изображал даже после 30, когда его волосы стали заметно редеть. Когда Бурден вернулся из США в 2003 году, он переехал в Гренобль и стал выдавать себя за Лео Балета, подростка, который считался пропавшим без вести с 1996 года. ДНК-тестом удалось это опровергнуть. В августе 2004 года в Испании он утверждал, что является подростком Рубеном Санчесом Эспиносой и говорил, что его мать погибла в Мадриде во время террористического акта. Когда полиция узнала правду, его вновь депортировали во Францию. Как только раскрывался очередной обман, Бурден сразу признавал вину, а порой первым говорил правду. Власти не знали, как его наказать. В июне 2005 года Бурден выдал себя за 15-летнего испанского сироту Франсиско Эрнандес Фернандес. Под этим именем Бурден месяц будет посещать колледж Жана Моне в городке По во Франции, ходить с друзьями на каток и рубиться в видеоигры. Фредерик одевался как подросток, имитировал молодежную походку, закрывал залысины бейсболкой и использовал для удаления волос на лице специальные кремы. 12 июня преподаватель разоблачил его после того, как случайно увидел телепрограмму о подвигах своего подопечного. Фредерика опять арестовывают. Теперь полицию очень сильно интересует, с какой целью Бурден постоянно притворяется именно подростком. То, что вытворял Бурден в Европе, денег не приносило. Это были обычные семьи, а зачастую и неблагополучные. Так не педофил ли он? Но ни один из подростков, контактировавших с Фредериком, не заметил за ним подозрительного интереса. Общение со сверстниками для Бурдена ограничивалось разговорами, шутками и посиделками в кафе. Похоже, мотивы, названные Фредериком при аресте, были правдой. Он утверждал, что выдавал себя за детей, потому что хотел побыть ребенком, которого жалеют. 16 сентября 2005 года Бурден был приговорен к 4 месяцам лишения свободы. Ему также выписали штраф за использование чужого имени и подделку документов. Французский обвинитель назвал его невероятным иллюзионистом, с чьим упрямством может сравниться только его же ум. По его собственным словам, из интервью 2005 года, Бурден проделывал все это с одной единственной целью. Он хотел любви и внимания, в которых он так нуждался в детстве. Он появлялся во французских и американских телевизионных шоу, но продолжал свой обман. Однако публичность, которая стоила Бурдену свободы, принесет ему удачу в личной жизни. По телевизору его увидит Изабель. Эту девушку так тронет история Бурдена, что она решится отыскать самозванца. Я сказала ему, что в его жизни меня интересует не то, как он изменял правду, а то, почему он это делал, что он искал, говорила позже Изабель. В 2007 году Бурден женился на француженке Изабель. У них родилось 5 детей, семья жила в Лимане. 23 марта 2017 года Бурден написал в Фейсбуке, что Изабель ушла от него вместе с детьми. Он пояснил это тем, что за 10 лет брака женщина была с ним крайне несчастлива. Фредерик объяснял свою страсть к перевоплощениям так. «Сколько себя помню, всегда хотел быть кем-то другим, кого люди смогут принять. Самое важное, и я быстро этому научился, быть убедительным. Представляя себя кем-то, я будто находился в фокусе камеры, в центре захватывающего сюжета.
Зачем 30-летнему человеку представляться подростком-сиротой, задавалась вопросом французская, американская и испанская полиция, расследовавшая дела Бурдена. Ответов на законодательном уровне нет. Однако для психологов такой тип личности не редкость. Вслед за отцом психоанализа Карлом Густавом Юнгом специалисты называют его «puer aeternus» – «вечным мальчиком», а такие наклонности именуют комплексом Питера Пэна. Прокурор Эрик Морель признался The New Yorker: «За мои 22 года работы я никогда не встречал ничего подобного. Обычно люди выдают себя за других ради денег. Его прибыль, кажется, была чисто эмоциональной». Синдром самозванца – феномен, который не входит ни в один справочник по психологическим болезням и не считается психическим расстройством. Во многом это смесь тревоги, когнитивных установок, основанных на глубинных убеждениях человека, перфекционизме и низкой самооценке. Психологи видят причину возникновения феномена серийных самозванцев в биполярных стилях воспитания детей. Постоянная критика в детстве может расцениваться как родительское презрение, которое позже не компенсируется ни одним достижением или успехом в жизни. Напротив, идеальный ребенок, которого хвалят за простейший рисунок или проект, также повзрослев может задаваться вопросом, заслужил ли он этот успех. Независимо от стиля воспитания, самозванец обнаруживает, что каждое достижение, каждый комплимент только усиливает страх того, что когда-нибудь он будет облечен. Некоторые самозванцы являются непревзойденными авантюристами. Другие ищут чувство общности, которого лишены, будучи застенчивыми или не похожими на других. Низкая самооценка является третьим мотивом. Чувствуя себя неудачником, опытный самозванец легко завоевывает всеобщее уважение, притворяясь кем-то лучше, чем он сам. Именно эти аспекты оказали весомое влияние на формирование личности Фредерика Бурдена. Его популярная фраза «Я просто хотел, чтобы меня любили» говорит о многом. Настолько сильная травма, сформировавшаяся в детстве, стала для него масштабным толчком для формирования различных личностей. После его первой авантюры, когда он почувствовал, что любовь ему могут давать просто за его существование, он вошел в азарт и понял, что именно таким способом может компенсировать недостаток трепетных чувств, которых ему так не хватало в подростковые годы. Дорогие гости и подписчики канала, как вы считаете, недостаток любви действительно был единственной причиной, по которой Бурден утопал во лжи? Или все же Фредерика, который нагло обманывал людей, смело можно назвать психопатом с большой буквы? Пишите свои ответы в комментариях.